Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня по многочисленным просьбам я тестирую 10 различных насадок Сфера. После того, как вышло мое видео, где я тестировала 20 различных крупных насадок штампов, мне поступили многочисленные вопросы в комментариях именно по насадкам Сфера. Какие из них подходят именно для белково-заварного крема и подходят ли они вообще? Итак, во-первых, я хочу вам сейчас продемонстрировать переходники, которые не нужно вообще покупать к этим насадкам. Здесь у меня самый огромный переходник для насадки тюльпан. Он не подходит к этой насадке Сфера, потому что она просто там не фиксируется, она слишком маленькая для него. Потому что переходников продается множество сейчас, чуть меньше. Именно насадки тюльпан, уже шапочка от насадки Сфера не проходит в это отверстие. Сейчас множество продается различных переходников. Вот этот тройной переходник с тремя разными ячейками для 3 цветов крема будет держаться только с помощью плотного кондитерского мешка, а эти 3 насадки не подходят вообще. Теперь я буду пользоваться просто 10 кондитерскими мешками для этих 10 насадок. Я отрезаю отверстие у кондитерского мешка именно такое, чтобы плотно прошла шапочка от насадки Сфера через это отверстие. Не особо шире и не уже, иначе мешок лопнет. Здесь вообще я советую брать лучше силиконовый мешок, потому что одноразовые мешки, они могут просто не выдержать и лопнуть. Вообще эта насадка такая очень проблемная, я бы сказала, в плане мешков, в плане переходников. Но вот такой простейший способ я вам показываю просто через кондитерский мешок. Сейчас я протестирую первую партию вот с розовым кремом. Это все насадки с прямыми прорезями и с запаянным верхом. То есть верх у них полностью запаян. Здесь 4 разных размера прорезей. От самых крупных где-то 2 или даже 3 мм до миллиметра. Какие же вообще подходят для белкового крема и подходят ли они вообще? Здесь самая крупная, где-то около 3 мм у нее прорезь. Выходит из нее обычная, по сути, шапочка, которую мы могли бы делать из насадки 1М, если ее также присбаривать при надавливании. Но крема она берет, конечно, очень много, эта насадка, и я не стала бы ей пользоваться именно в белково-заварном креме. На позицию поменьше, то есть то же самое, но более маленькие уже отверстия. Здесь уже более оформленные получаются краешки у этих цветочков. Здесь уже где-то 1,5 примерно миллиметра прорези, тоже запаяна верхушка. Видите, здесь очень ажурные, красивые получаются лепесточки, или как это правильно назвать, вот эти сборочки. И здесь у меня уже миллиметр на выходе. Она очень проблемная, эта насадка. Она хорошо подходит для масляного крема, но для белкового я бы ее не советовала брать, потому что когда мы на нее надавливаем, видите, только с одной стороны идет у меня именно крем. А с другой стороны, где немножко она у меня изогнута, уже крем не выходит так, как нужно. Вот эти огромные первые 2 насадки с огромными прорезями, я вообще не советую их использовать для белкового крема, разве что для растительных сливок, чтобы это просто не бюджетно для белкового крема. Третья отсюда спереди, 2 сзади, да, вот эта насадка, она самая оптимальная для белкового крема, именно с закрытым, с запаянным верхом. И это на мой взгляд. Просто чтобы вы не тратили попусту деньги, потому что предлагаются они везде. Сейчас я тестирую 4 насадки следующих. У них у первых 3 есть цветочек сверху, то есть сверху будет крем немножко выходить тоже. И это уже облегчает работу. А вот эта вот насадка между ними, это тоже с закрытым верхом, запаянным. Вот это моя самая любимая насадка из всех этих Сфер. Я ей пользуюсь постоянно, и сейчас я покажу ее поближе. Это самая крупная. В принципе, из насадки 1М можно сделать то же самое. Вот этот вихрь, как завиток такой, кверху, он не особо получается из нее. Который будет получаться именно вихрем, я покажу сейчас в конце видео уже с другим цветом крема.
Здесь также прорезь сверху легкая есть, но уже сами прорези по бокам здесь помельче. Видите, цветочек более оформленный получается. Но все равно крема она еще берет много. Тоже не особо я ее советую покупать, потому что это не бюджетно. Это расход будет, это нужно варить целую кучу крема. Этого можно избежать, если взять другую насадку. Вот это моя любимая насадка здесь из всех. Цветочки получаются самые такие пышненькие, ажурненькие. И крема берется, видите, гораздо меньше. И вот это с запаянным верхом сверху. Но такие ажурные прорези у нее основания. Там есть у нее такие выемки. В принципе, ничего особенного тоже. То есть все равно серединки вот эти у запаянных сверху насадок, они у них как бы разваливаются. Они не оформлены. Такие вот получаются у меня, так сказать, цветочки. Я имею огромный опыт работы с белково-заварным кремом. С разными, со сложными очень тортами. Но сфера, вот именно это по центру, что я сейчас показываю, она наиболее подходящая для белкового крема. Из всех тех, что я сейчас вам уже показала. И сейчас я покажу еще две насадки сферы. Здесь каждая прорезь имеет зазубрины, а здесь каждая прорезь сделана волнообразно. Вот из нее и получится так называемые вот эти вихри. Видите, благодаря зазубринам у нас с рифлениями уже выходят лепестки эти, если так их можно назвать. Она берет очень много крема, тоже эта насадка, так как прорези у нее огромные. А вот это вот именно с волнообразными такими прорезями, и она даст нам так называемые вихри, которые многие ожидают именно от насадки сфера. Вот так вот проворачиваем, и видите, сразу он из нее получается. По центру можно также кремом отсадить такую шапочку, серединку, и получится вот такой закрученный именно вихреобразный цветочек. Видите, как она выглядит? Вот именно из нее только они получаются, но так как она закрыта сверху, нужно что-то в центре поместить. Вот 3 рабочие насадки на белковом креме. Именно из всех 10 этих сфер, которые я вам сейчас демонстрировала. Потому что все остальное это что-то непонятное. И вот она с зазубринами, с которой получается сразу с рифлениями такие лепесточки. Но много крема она берет. Вот моя любимая самая насадка сфера. Сейчас я вам продемонстрирую уже, как они выглядят именно на подложке. Здесь, когда вы будете делать торт, видите, какие оформленные цветочки сразу из нее получаются. Я вам советую именно вращать саму подложку под тортом, потому что одной рукой, как бы одной насадкой, видите, вот из волнообразных прорезей получаются сразу вот такие вот вихри. Вот что нам, в принципе, и нужно от нее. И вот эта насадка с полностью запаянным верхом, из которой выходит вот такой вот ажурный цветочек. Подходит для девочек, для маленьких тортики, чтобы оформить. И все это оформление этими насадками, конечно же, происходит на скорую руку. Но эти насадки, как я уже и говорила, берут очень много крема. К этому нужно быть готовым. И вот такие вот у нас цветочки фантазийные получаются. Видите, вот эти 3 насадки, по сути, которые действительно работают с белковым кремом. Остальные работают прекрасно с масляным кремом, с растительными сливками. Они хорошо работают, те насадки, но не с белком. Потому что огромнейшее количество мне задали вопросов именно по белковому крему. Вот смотрите, протестировала для вас специально. Я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.